Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Такое нежное касание у Чангука, руками своими дотронулся, дал понять, что любит, очень улыбаясь той самой улыбкой, что предназначена только его человеку. А человек этот улыбается, смущаясь в ответ, и пусть весь мир подождет, они счастливы. Девятое место. В тот день Тэхён неважно себя почувствовал в аэропорту, поэтому Чангук заслонял его от толпы и все время проверял, как он, и не отходил от него. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Что изменится в Вигу после армии? Разрыв отношений или смелый шаг навстречу друг другу? Тайна или любовь? Что выберут Чангук и Тэхён после армии?» Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Для Тэхёна это было совершенно специально, то есть случайно. Седьмое место. Они нуждаются в прикосновениях друг к другу. Шестое место. Поведение пары. Чангука приручили, в самом хорошем и добром смысле этого слова. Чангук без Тэхёна и Чангук с Тэхёном. Пятое место. Любимые родинки Чангука. Четвертое место. Забота. Так заботливо проверяет. Какой заботливый парень.
Третье место. Новости. На недавней фотографии из спортзала Тэхён был в браслете от бренда Power Ayanix. Они специализируются на магнитных и ионных браслетах. Считается, что эти браслеты улучшают кровообращение, уменьшают стресс, повышают силу и выносливость, облегчают боль, вызванную усталостью или воспалением. Примечательно, что у бренда есть линейка Zodiac с изображениями тигра и кролика. Стоимость около $38. С учетом того, какую тахикардию у нас вызвало это фото, такие браслеты нам бы тоже пригодились для стабилизации сердечного ритма. Такой милый чудик. Стилист Ким Е-Джин, которая несколько раз работала с Тэхёном, обновила свой инстаграм фотографиями обложек журналов Тэхёна, музыкального клипа Friends, Riff и много другого. На каждой из обложек Тэхён появился в разных образах, доказывая свою способность представить любой концепт. Такая разная красота Тэхёна. Бывает нежной, смотря на которую сердце наполняется теплотой, манящей, когда не можешь противостоять ей и идешь у нее на поводу. Притягивающий взгляд, когда одного мгновения недостаточно, чтобы осознать, что ты стоишь и залипаешь на него уже несколько минут. Первая женская группа в Индии за 22 года, Wish, недавно выразила свою заинтересованность в сотрудничестве с Чангуком во время интервью. «Мы бы с удовольствием посотрудничали с Дуа Липой, Бруно Марсом, Арианой Гранде, Сабриной Карпентер и Чангуком. Они не только хорошие певцы, но и потрясающие исполнители, и было бы мечтой поучиться у них и когда-нибудь оказаться на одном уровне с ними». Так много молодых артистов равняются на успех Чангука. Чангук каждый раз отдает всего себя на сцене, и вы готовы к этому разговору. Тэхён тронул фанатов теплыми кадрами перед демобилизацией. Тэхён поделился теплыми моментами из своей повседневной жизни накануне демобилизации, чем порадовал поклонников. Тэхён опубликовал в своих соцсетях фотографии со съемок коллаборации между современным брендом Noise и легендарной группой Oasis, а также несколько снимков, передающих уютную атмосферу его повседневности. Среди них селфи с другом, момент с бокалом вина, а больше всего внимания фанатов привлекла фотография цветущей сакуры. Сопровожденная словом «сакура», она была воспринята как искренний весенний привет поклонникам и вызвала множество теплых откликов. Кроме того, недавно в сети распространилась история о доброте Тэхёна, рассказанная его сослуживцам. Он поделился, что Ви жертвовал тренажеры для сослуживцев и угощал их угрём во время увольнительных, всегда проявляя заботу и внимание. В настоящее время Тэхён служит в подразделении военной полиции специального назначения. Его демобилизация запланирована на 10 июня,
и фанаты с нетерпением ждут его возвращения, говоря: «Ждем тебя, как весеннюю сакуру». Ну как же он хорош! Тэхён и его цветочки за ушком. Я влюблен в их любовь. Тур BTS в Китае. Китай официально снимает запрет ТЭТ, известный как запрет корейской волны, и впервые за 9 лет планирует разрешить масштабные мероприятия для корейских артистов. Китайское государственное телевидение планирует китайско-корейский тур по стадионам. Они официально попросили BTS выступить. Государство выдало официальные документы южнокорейской компании, занимающейся организацией мероприятий, предоставляя ей полномочия на ведение переговоров. Однако китайская сторона выразила пожелание, чтобы в мероприятии приняли участие именно BTS. Тур охватит 6 китайских городов: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин и Чэньгу. Его цель – культурный обмен между стран. Чангук нарисовал идеальные ножницы, не глядя и держа руки на голове. Каждый раз поражаюсь, насколько он талантливый. Джин утешает фанатов после того, как билеты на фан-концерт раскупили за минуты. Джин проявил свою фирменную теплоту и любовь к фанатам после того, как многие не смогли приобрести билеты на его первый сольный фан-концерт. Джин общался с фанатами на платформе Weverse, оставляя комментарии под постами о процессе покупки билетов. В этот день начались продажи билетов на корейский этап его фан-концертного тура. Несмотря на 99% уровень бронирования, в очереди онлайн оказалось 84 260 уникальных пользователей без повторных входов. Первый сольный фан-концерт Джина стартует 28-29 июня на дополнительном стадионе спортивного комплекса в городе Гаян, Корея, после чего тур продолжится в других городах мира. Отвечая на скриншот огромной онлайн-очереди, опубликованный фанатом, Джин скромно написал: «Вау, я не думал, что Джин настолько популярен». Несмотря на статус мировой суперзвезды, скромность и искренность Джина были очевидны. Когда фанат пожелал, чтобы концерт прошел в более крупном зале, Джин объяснил: «Честно говоря, я решил это спонтанно, поэтому подходящих площадок не было. Мне едва удалось забронировать эту. Это моя вина, что не спланировал заранее». Его комментарий показал, что мероприятие организовали в ответ на сильный спрос фанатов, подчеркивая его глубокую привязанность к ним. Другому фанату, который пожаловался: «Вздох.
Все, что я вижу, серые места. Фиолетовых уже нет. Джин ответил: это самый большой зал, который я смог найти из доступных. Когда один фанат написал: пожалуйста, сделай N-концерт в следующий раз. Люблю тебя и не могу дождаться встречи. Джин невинно ответил, что такое N-концерт. После объяснения фаната, что это анкор-концерт, дополнительное шоу, Джин с улыбкой ответил: я думал, это Энккон, корейское сокращение для анкор-концерта. Фанаты в шутку ответили: если Джин говорит Энккон, значит так и есть. На вопрос Сакджин Опа, будет ли энкор-шоу, Джин с извинениями ответил: нет, извините. Энкор-шоу или анкор-шоу, иногда также анкор-концерт, это дополнительное выступление или концерт, который проводится после завершения основной программы. Обычно это происходит в ответ на громкие требования и аплодисменты публики, которая хочет услышать больше. Артист или группа возвращаются на сцену, чтобы исполнить еще несколько песен или номеров. Из-за огромного спроса фанаты заполнили комментарии просьбами добавить анкор-концерт. Многие не смогли купить билеты ни на одну из двух корейских дат. Билеты на концерт Джина возглавили чарты Интерпарк Тикет, что подтверждает его огромную популярность. Джин недавно занял первое место в рейтинге популярных неигровых исполнителей после участия в оригинальном шоу Netflix Kianes Bizarre B&B. Он также получил международное признание, дважды выступив в качестве специального гостя на мировом туре Coldplay Music of the Spheres. Тэхён в этом эпизоде In the Soup очень напомнил известную картину «Девушка с сережкой». Статья медиа СМИ Бразилии. Помните тот день, когда Тэхён участвовал в реалити-шоу в ресторане в Мексике и жаловался, что не получил обещанного отпуска? 2023 год ознаменовался для армии многими событиями, включая начало обязательного призыва на военную службу для членов группы. Однако до неизбежного перерыва BTS было подготовлено много контента, один из которых был подготовлен в жарком и неистовом мексиканском ритме импровизированного ресторана, где Ви сменил мировую сцену на фартук стажера в Genius Kitchen, южнокорейском реалити-шоу, которое представило уличную кухню страны в Бакаларе, Мексика. Участник мужской группы вместе с Саджином, Чон Юми, Пак Саджуном и Чхвё Ушиком. Последние двое являются участниками группы Вуга Squad, как и звезда кей-поп, погрузились в напряженную рутину кухни, имея дело с очередями, посудой, давлением обслуживания и отсутствием отдыха, из-за чего певец даже заслужил шутку во время интервью в реалити-шоу. Когда его спросили, чему он научился из этого опыта, Ви ответил с характерным юмором: «Нельзя доверять людям». Речь, вызвавшая смех у актеров и репортеров, сопровождалась признанием того, что у него не было обещанных выходных, но, несмотря на жалобы, этот момент стал мемом среди поклонников и еще больше повысил значимость его участия в программе. Позже артист пошутил, что армии будут плакать после просмотра шоу, потому что я парень, который ничего не умеет делать, а потом вдруг говорю, что он только учится готовить, на что Ви в последнем эпизоде остается один на кухне. Певец, получивший знания в Genius Kitchen, также имел возможность развлечься, например, когда после работы ему предложили станцевать хореографию Run BTS. Помимо встречи с фанатами во время записи программы, в третьем эпизоде армия оставляет сообщение на столе после того, как узнает артиста во время еды в ресторане. Ничего не знаю о Риэл, но Чангук, ты Рили, Unreal.
Официальное аудиовидео Чангука на YouTube с треком Standing Next to You превысило 100 миллионов просмотров. Сольная песня Чангука Standing Next to You превысила 100 миллионов официальных аудиоклипов на YouTube. Аудиоклип Standing Next to You, в отличие от музыкального клипа, включает только песню, но стал огромным хитом на YouTube, достигнув 100 миллионов просмотров. Наряду с этим, официальный клип Чангука на песню Standing Next to You превысил 180 миллионов просмотров на YouTube и близок к достижению 200 миллионов просмотров. Кроме того, заняв первое место в главном чарте Spotify Daily Top Song Global, песня продержалась в топ-50 более 120 дней и продемонстрировала особую музыкальную силу, продержавшись в чарте в общей сложности более 300 дней. Standing Next to You вошел в главный чарт синглов Billboard Hot 100 на 5-м месте и оставался в чарте 19 недель подряд. Песня достигла первого места в чартах Billboard Global 200 и Global Exclusion Us и успешно оставалась в чартах 38 и 44 недели соответственно. Концерты до сих пор в сердечке, хочется пересматривать и пересматривать моменты. Кушать вовремя очень важно, поэтому ловите порцию самых сладких пирожочков на планете. Да, мы все уже видели этот момент, но обратите внимание, как Чангук аккуратно поворачивает голову, совсем не дергаясь от близости чужого лица и губ, а взгляд Тэхёна в конце. С днем мокрой шеи Ким Тэхёна. То, как Чангук отводит взгляд и опускает голову практически каждый раз, когда смотрит на Тэхёна, делает из меня лужу. Он словно: «Боже, я так влюблен в тебя, что мне крышу сносит». Они всегда вместе.
Эта привычка делает мне так больно, в хорошем смысле этого слова. Малыш Тэхёна. Да все натуралы так делают. Отрываю от сердца подборку фото с одинаковым вайбом. Не касание и взаимодействие, но взгляды, направленные друг на друга, открывают простую истину – любовь. Такая же подборка с Тэхёном. Второе место. Это так интимно. То, как они смотрят. Знаете, весь мир подождет. Интервью Чангука для японского журнала в 2017 году у Чангука спросили, чем ему нравится заниматься. 10-м любимым занятием Чангука было кусать Тэхёна. Первое место. Вспомним момент, когда Чангук и Тэхён вернулись из Нью-Йорка. Все были очень уставшими, и сонный и уставший Чангук положил голову на плечо Тэхёна в поисках утешения, и Тэхён тоже откинулся на Чангука.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.